Всем привет, дорогие друзья мои и подруги, с вами как всегда Алекс, и сегодня я тебе расскажу про величайшую тайну дополнения DLC к Elden Ring. Да, скорее всего, ни у кого еще не раскрыта эта тайна, поэтому приятного просмотра, не забудь нажать на колокольчик, подписаться, и я подробненько тебе расскажу. Значит, руины обители пальцев Рии. Это раз. Это раз. Я думаю, ты сюда ходил, да, и у тебя ничего не получилось. Если это так, то да. Это очень длинные квесты, но очень богатые, я бы сказал бы. Руины обителей пальцев Део. Да, Део, именно Део. Они находятся вот здесь. И есть еще и третьи руины обители пальцев Миир. А находятся они вот здесь, земли новорожденных пальцев, и вот здесь вот находятся. Но не совсем здесь, а всем поподробнее. Давай я тебе расскажу, как попасть вот сюда. В руины обителей пальцев Рии. Прежде всего, чтобы сюда попасть, ты должен уже будешь пройти замок Энсис. Да, потому что тебе надо будет попасть еще вот сюда, вот собор Манус Эметир. Именно сюда тебе надо будет попасть. Поэтому я надеюсь, ты замок Энтис уже прошел и дальше проследовал вот сюда вот, на эту площадь перед главными воротами. Также прошел здесь замок, и проход в церковный округ у тебя уже открыт. Вот сюда вот. Если нет, то это все по сюжетке делается как бы очень-очень просто. Как сюда попасть? Здесь есть два варианта. Первый вариант — это пройти привал у дороги с колоннами. И потом последний привал в драконьей яме. Выбирая этот путь, ты столкнешься здесь с драконом. Вот здесь вот. Вот здесь вот ты столкнешься с драконом. Дальше ты откроешь великий алтарь драконьего причастия. И от этого алтаря ты сможешь пропрыгать вот на эту точку. Очень аккуратно. Второй вариант я тебе показывал в прошлом видео. Второй вариант — это как попасть вот сюда вот. Вот. Безымянный южный мавзолей. Как зачистить его, собственно говоря. Вот здесь вот лазурное побережье, запад, точечка сохранения. И вот здесь вот босс был с одним интересным оружием. Это все было в прошлом видео. Так что посмотри его интересное оружие. Я имею в виду очень интересный меч. Сейчас я его тебе найду, если вдруг что. Меч танцующих звезд. Он так называется. Мудрость 21 надо было. У меня было что-то в районе 20. Мне не хватало. Теперь, в принципе, хватает. У меня есть этот меч. Я его еще не прокачивал. Я прокачал совершенно другое оружие. Выпад у него вот такой вот. Вот, чтоб ты понял, довольно неплохой. Я его прокачаю, пока что я сам прокачался. Я сам прокачался и не раз здесь прокачался. Как ты видишь, рун осталось очень мало. Вот, но суть не в этом. Если ты смотрел прошлое видео, если нет, посмотри. То есть можно будет начать вот с этой точки. Крест на лазурном побережье. Вот, либо вот с этой точки я тебе тоже показывал. Значит, переходим сюда. Давай я тебе покажу. Я не знаю, с какой тебе точки удобнее, чтобы я показал. Здесь пропрыгать вниз, допустим, надо. Здесь совсем просто, да? И ты приходишь вот сюда вот. Здесь чуть-чуть сложнее, если выберешь вот этот вот путь, который я показывал. Давай я тебе покажу его. Здесь ты сердца дракона можешь обменивать, как ты понял, да? И здесь лежит большой дракон. Все, что нам надо сделать, это открыть карту, и мы видим здесь всякие завихрюшечки, и здесь как бы и вниз можно спуститься. Давай пойдем. Это самый короткий путь, но это не значит, что он самый надежный и самый верный. Нет, увы, это не так. Нам надо просто дракона обойти сзади. Здесь мы увидим много овец. Вот, и отсюда можно будет посмотреть как раз на эту всю красоту. Как ты видишь, вот они пальцы, и видишь, вот там вот скрещены.
И вот он, огонек. Чтобы добраться, как ты понял, надо просто обойти дракона, и ты доберешься до этой точки. Дальше уже как бы показывать можно, не показывать. Я сейчас тебе быстренько покажу. Тебе все равно надо спуститься вниз. Будет. Вниз вот на эту вот штучку, видишь, на берег. Вот куда я смотрю. Вот сюда вот. Вот сюда вот. Вот сюда вот ты можешь обойти и спуститься отсюда. То есть и с этой точки. Крест на Лазурном побережье. Вот так. И ты спустился. Но мы можем спуститься и отсюда. Давай я тебе покажу. Все варианты как бы один к одному, они сходятся там. То есть я думаю, не заблудишься. Здесь аккуратно спускаемся. Вот, я тебя периодически на карте буду включать, но квестовые предметы с этого задания, если ты откроешь все три пальца, это очень хорошо. Подходим сюда и видим, вот первая башенка, а вот вторая уже совсем здесь рядом, да? И вот этот пляж, собственно говоря, про который я тебе говорил, видишь? Синеньким светится. Вот он. Все, что надо, это пройти дальше. Это называется Тайная могила, локация. Вот. Сейчас увидишь, я думаю, включится. Пробегаем сюда, видим здесь вот такую вот фигню. Лазурное побережье. И спускаемся. Нам надо спуститься в самый низ. Вот. Я скажу так, ко второй будет сложнее добраться гораздо. Здесь главное не упасть, потому что здесь... Бывает так, что ты падаешь и все. Все, смотри, мы на берегу. Нам теперь надо вот в этот вот проемчик. Вот сюда вот. Вот здесь ты берешь карту. Вот она, карта. Скачем дальше. Нам надо к точке респауна прискакать. Вот она наверху. Я тебе покажу сейчас, что это за точка. Это наш огонек. Вот он, где мы отдыхаем. И это респаун крест на Лазурном побережье. Вот так называется. Дальше проскакиваем на гору. Очень аккуратно. Вот. Таким образом. И я здесь хотел тебе показать, но упал. Просто. Нам надо вот по берегу, грубо говоря, вот туда вот. Вот туда вот, видишь? Вот оно. Так, давай, видишь, как он разворачивается, я упасть могу. В общем, вот туда вот надо. Дальше здесь можно заблудиться, но можно и спуститься как бы нехитрым способом. Вот так вот, просто вниз по скалам. Вот, без единого урона. Здесь руки ходят, ноги ходят, то есть все ходят очень аккуратно. Вот туда вот нам надо. Я тебе показывал и со скалы упал. Вырежем это с видео. Дальше идем. Этих всех оббегаем. Я их убивал. Они респаунятся снова и снова. Вот. Прокачался я тут знатно. Здесь, видишь, такое мелководье. Есть влево-вправо. Не знаю. Лучше не ходить. Лучше скакать там, где есть земля. Потому что если так не будешь делать, скорее всего, утонешь. Здесь есть такое дело. И вот мы добрались. Смотри, еще я в карту не могу включить из-за этих мобов просто. Еще до одного мавзолея. Ну, упавшего мавзолея, будем так называть, да? Вот, смотри. Точка респы, вот эта вот, которую тебе надо будет открыть, она вот совсем рядом. Вот она. Руины обители пальцев Рии. Вот мы где. Вот мы где. А вот и пальцы сами. Кроме этого, здесь есть очень важная вещь. Это дублирование воспоминаний. Вот на этой горе я тебе покажу. Сейчас аккуратно, главное не упасть. На этой горе есть дублирование воспоминаний. Эта штука очень хорошая.
Когда ты подойдешь к этим пальцам, скорее всего, у тебя ничего не выйдет, потому что квест очень большой, и я тебе сейчас покажу, где брать предметы, а именно, как еще и попасть туда. Здесь награды может быть 2, ребят. Просто 2. Вот оно, дублирование пальцев лежит такая... Ой, пальцев, говорю. Вот здесь можно разочек продублировать воспоминания. Поехали к пальцам. Здесь дублируешь воспоминания, то, которое тебе надо. Потом идешь к бабкам. Я в прошлом видео показывал, да, тебе, как попасть вообще в обычный Elden Ring, но это очень просто. Карту включаешь и попадаешь моментально. Мне туда тоже, кстати, очень скоро тоже надо. Спускайся здесь очень аккуратно. Здесь вот эти мобы очень противные. Очень противные. И тебе, в принципе, по прямой вот туда вот. Я уже, в принципе, все активировал. Но если у тебя не активирована она, он 100% попадет. Нет, промазал. Очень, очень негативно эти мобы. Очень аккуратно обходи их. Попадает, хп снимает, вообще. Просто ужас. Короче, прибегаешь вот сюда, вот они так стоят. Я не знаю, этот секрет почему-то никто не знает. И внутри вот в этих маленьких пальчиках тебе надо будет встать и активировать. И активировать эту штуку. Видишь, у тебя вот так будет, потому что она не активирована. А чтобы активировать ее... Ну что ж, друзья, начинаем путешествие свое. После прохождения вот этого замка Энсис, мы выходим к кресту дороги. Вот Раговест, здесь все ваши друзья. Вот, с задней двери выходим. Вот она, сзади. Здесь у нас огонек, 2 рыцаря, и дальше нам надо двигаться вот сюда вот. На руины Мурта. Вот, именно на руины. Давайте я покажу вам, как туда двигаться. Двигаемся очень быстро. Вот именно, вот так вот, наискосок. Вот они, руины, справа уж. Здесь можно и упасть, но можно и вот так вот проскакать. Вот, я уже здесь секретов много пооткрывал. Ну, тебе покажу важное, очевидное. Всадников объезжаем, они нам не нужны. Нам нужен вот этот огонек. Но если хочешь, можешь пофайтиться с ними. Кстати, здесь все страдают от святого урона. Вот он, огонек. Вот сюда вот ты приехал. Здесь все молчат, поверь мне. Тебе надо вот эти руины, чтобы попасть вот сюда вот. Деревня Бонни. По-другому я не знаю, как попасть в деревню Бонни, но упасть разве что, да. И дальше здесь я тебе покажу важную вещь. Вот здесь вот она. Важная вещь это находится. Давайте пойдем в эти руины. Уйдите. Быстренько покажу. Не прыгай напрямую в руины. Если ты будешь прыгать напрямую в руины, ты разобьешься. Вот есть яма, в которую все норовят, наверное, прыгать. Вот. Всегда можно обойти. Вот, видишь, яма, в которую, если ты упадешь, то, ну, наверное, все. Здесь есть обходик. Давай я тебе покажу вот так вот. Если ты сюда падаешь, ты умираешь. Вот так. Чтобы было наглядно, понятно. Итак, вот альтернативный проход чуть-чуть дальше, как ты видишь. Ну, давай я тебе покажу. Вот тот проход, видишь? Вот та яма. А этот проход скрыт вот здесь вот. Вот здесь он не просто так скрыт. Здесь ты можешь спуститься. Вот, и нырнуть в эту яму. Ныряешь в яму. И уже пропрыгиваешь сюда. Здесь сундучок. Заберешь вкусняшки. И дальше тебе надо просто по балкону спуститься вот сюда вот. Вот сюда вот. Ныряешь. И здесь сзади еще одна яма. Ну, катакомбы почти, да, но ничего сложного нету. Идешь сюда, и ты уже, в принципе, почти на месте. Идешь сюда. Вот, если подсказки включил, будет тебе подсказки. Приходишь вот сюда вот, поднимайся побыстрее.
И ты на месте, да, ты на месте. Смотри, мы теперь в деревне Бонни. Что нам надо сделать? Берем лошадь первым делом, чтобы сюда не возвращаться уже, да? Тебе надо один жест. Один жест, я напомню тебе потом, для чего он нужен был. Идем сюда, здесь мост оборван. Вот, пропрыгиваем сюда. Вот сюда вот. И вдоль побережья едем. Вот где-то я меточку плюс-минус поставил. Я помню, вот такое вот дерево растет здесь. Интересное. Совершенно интересное. Выходим и забираем жест. Видишь, какой жест? Это жест. Здесь он будет лежать. У меня уже его нету. Дальше мы скачем опять сюда, и здесь мостики, здесь все абсолютно просто. В хижина бечевника можешь забрать оружие, мост, ведущий в деревню, и дальше, грубо говоря, ничего не происходит абсолютно. Вот, пока ты не попадешь в собор. Но кое-что происходит, конечно, здесь в башне есть секрет один. Невидимая стена, которую ты разобьешь и тоже что-то залутаешь. Переходим к собору, то есть дальше показывать, я не знаю, смысла просто нету. Ты по мостикам просто пропрыгиваешь. Я тебе показываю самое важное, чтобы ты не заблудился. Вот, я даже выйду и быстренько покажу тебе. Лошади нет. Давай выйду. Здесь очень ровная дорога, заблудиться нельзя. Есть великан, но если ты захочешь его убить, то тебе надо на прыжку, на ветер и какую-то магию. Вот, абсолютная равнина. Абсолютная равнина. Если ты просто время экономить, да, на видео немножко. Если ты прискакал отсюда, здесь абсолютная равнина. Мало того, еще есть дорога вот такая вот. Ее видно. Абсолютная равнина. Где ты не заблудишься, просто по дороге едь. Дальше тебе надо зайти сюда. Здесь будет сидеть один волшебник-маг. Ну, я его так называю. Проходишь сюда, здесь сидит один волшебник-маг. Здесь отдыхаешь, конечно, огонек берешь себе, все, чтобы ты мог телепортироваться. Вот, здесь будет рыцарь стоять, вот возле этой колонны. Тебе пока он не нужен, абсолютно. Здесь, ух ты, ёлы-палы, я не закрыл даже. Получается, спойлер тебе, да? Здесь будет все закрыто, и будет сидеть волшебник, когда вы с ним поговорите, убедись, что диалог закончен. Он даст тебе одну вещь, с которой ты можешь пройти вот сюда, вот уже телепортироваться на руины обители пальцев Рии и активировать руины обители пальцев Рии. Вот, после чего ты должен вернуться опять в собор и сказать, что ты активировал. После этого он тебе даст для активации номер 2 руины. Руины обители пальцев Део. Да, он тебе даст эти пальцы. После чего, конечно же, тебе надо пристанище теней. Вот, все абсолютно пройти. Да, здесь будет вид на дерево упадка. Да, здесь будет босс на кабане. Вот, пристанище теней, задние ворота. Это когда ты пройдешь все пристанище. Вот, в этой хижина у тебя будут офигенные сапоги. Лачуга Альбинора будет на волке. Мини-босс, я бы не сказал, что он сложный. Но самое интересное, наверное, начинается в задних воротах. Поэтому вот сюда, вот, чтобы попасть, да, в эту зеленую локацию, надо очень-очень постараться. Для этого самого мы взяли тот самый жест, да, чтобы не искать ключи. Да, кстати, ты когда сюда придешь, да, вот здесь развилочка, ты сюда повернешь, проход в церковный округ. Тебе надо будет проход в церковный округ пройти, пробежать, проскакать по зданиям, по крышам. Именно по крышам. Здесь, в принципе, ничего сложного нету. Единственное, что я пару раз тонул, конечно же, там. Просто пробежи по крышам. И дальше уже ты попадешь вот сюда. Вот пристанище теней, задние ворота. Давай переместимся, я тебе покажу именно тот секрет. Итак, вот мы здесь. Вот про эту поляну я говорил. Когда ты выходишь, там вот есть слеза, и появляется мини-босс.
Вот она поляна, вид на дерево упадка, дальше проходишь лачуга альбиносов. И чаша дерева упадка, я советую тебе все залутать, потому что на слезе есть усиление. Усиление дает очень много, я сейчас орудую косой, потому что здесь все страдают от такого урона, то есть святого, да, и здесь есть благословение. Ты можешь, посмотри, у меня 11 и 6 уже, соответственно, это очень неплохо. Дальше тебе надо будет подойти вот сюда вот, прочесть послание, стать вот сюда вот, включить статус, точнее не статус, а позы, да. И вот этот жест, эта поза, о, матерь называется, которую мы взяли совершенно недавно вместе с тобой. Вот, ты становишься, делаешь вот так, о, матерь, и секретная дверь отъезжает в сторону. Она у меня уже отъехала, дальше все просто по накатанной. Идем сюда, и если ты не хочешь сражаться с боссом, а здесь они будут боссы. Во-первых, здесь будет 2 всадника с первого Elden Ring, вот такие золотые прям, 2 всадника. Если не хочешь, можешь пробежать, но если хочешь, можешь посражаться. Я бы рекомендовал посражаться, но дальше будет еще, я не знаю, как это назвать, носорог вот на той горе. В общем, туда не ходи. Здесь 2 всадника ты убиваешь и скачешь вот сюда вот на этот мостик. Дальше тебе надо будет все же... вот здесь носорог находится. Вот здесь носорог находится. Дальше тебе надо будет просто проскакать вот сюда вот, а я перемещусь. Просто перемещусь, дабы так быстрее показывать. То есть ничего интересного здесь происходить не будет. Здесь, внимание, надо лошадь. И желательно полное хп здоровья. Здесь очень противные мобы. Ну, здесь руки сейчас, да, само собой. Посмотри, какая стая их. Посмотри, тебе надо пробежать. И вот то, о чем я говорю, они всегда попадают. Всегда попадают. Здесь камушки стоят, ты пробегаешь. Ничего страшного, зеленого не бойся, пальцы впереди. Пальцы впереди, тебе надо пробежать. И, естественно, лучше не напрямую. Я тебе покажу, где они. Вот они, вон они, видишь? Вон они, мобы. Мобы вот такие вот здесь. Вот такие. Вот такие вот. Одна ошибка. И коня сбили. И коня еще раз сбили. Ну, с ними лучше сражаться, конечно. А я застрял в текстуре вроде. Вроде не отклинило. Просто жесть какая-то. Я опять без сознания. Я обычно убивал их, когда доходил. Но лучше бежать по этому краю. Вот здесь они не так попадают. Как ты видишь. Заюзаем. Главное, хорошие бутылочки не заюзать. Вот. По краю пробегаешь. Вот на этот палец залазишь. И погнал. Погнал. Тебе надо вот эти пальцы. Здесь еще текстуры какие-то я заметил. Вот видишь, маленькие внутри. Оббегаешь сюда. Я тебе просто показать хотел. И вот он, этот палец. Тебе этот волшебник даст еще одну вещь, которую ты здесь активируешь и заюзаешь. Вот. После чего тебе, если ты не хочешь сражаться с кабаном, не хочешь зайти сюда в секретное место, тебе надо вернуться опять в собор, опять к нему. Да, и мы будем открывать третью. К третьей приготовься, потому что это будет очень-очень жестко, очень-очень много будет боссов. Далее, пришли опять в собор. Подходим к волшебнику, естественно, разговариваем. И помним, у нас рыцарь с правой стороны. Вот сюда подошел, поговорил. Убедился, диалог закончен. После чего подходим вот к этому столбу. Здесь у тебя будет сидеть рыцарь. Общаемся с ней. Общаемся и потом проходим, говорим с ним. После чего обязательно телепортируемся еще раз сюда.
И он исчезает. Он исчезает. Ты говоришь с ней, идешь сюда и нажимаешь кнопочку «Осмотреть», после чего тебе придется спуститься вот сюда вот. Я надеюсь, все понятно. Вот. Руины обителя пальцев, как ты видишь, главный палец здесь. И ты получил третью часть главного пальца. Все, что тебе надо сделать, это, во-первых, пробежать вот здесь по низу, вот там вот, где черепа лежат, внизу. Там залутаешь вкусняшку. Здесь сразиться с красным рыцарем, ну, такой себе, если честно, коса его разделала быстро. А вот дальше меня ждал сюрприз довольно неприятный. А вот, когда я подошел сюда, я это активировал. Вот таким образом, видишь, я могу активировать. Вот, и переместился в секретную локацию. Вот тут вот меня ждала большая бабушка со множеством пальцев. Огромная бабушка со множеством пальцев. Я ее одолел не сразу, вот, после чего тебе надо снова, когда ты одолеешь, телепортироваться вот сюда. Если ты думал, что это все, нет, это не все. Телепортируемся и разговариваем опять с нашим рыцарем. Вот, телепортировались, пришли, поговорили с ней. Здесь будет опять рыцарь. Поговорили с ней. И поговорили здесь. Здесь на тебя нападет, а потом ты сразишься здесь еще с боссом. Тот, который сидел волшебник, он захочет тоже быть служителем этих пальцев. В общем, когда ты сразишься с ним, тебе надо будет отправиться вот сюда вот. Форт Прорицания. Как отправиться сюда, я на слезу специально не садился. Отправиться сюда можно с руиной, нашей руины, любимой, сухой лист. Вот где я тебе показывал, что прыгать вниз не стоит. Пробегаем руины. Здесь очень-очень легко запутаться, поэтому всегда ставь меточки. Ну, я вот себе ставлю, реально помогает, потому что все друг на друга похоже. Вот здесь аккуратно будет дракон, я тебе забыл сказать, с рыцарем, если ты будешь говорить. Вот здесь будет дракон. Здесь можно подняться, вот на воздухе, но вот здесь вот есть проход. Вот по дороге проход. Если будешь говорить с ней, то не юзай ничего. Если заюзаешь, то у тебя будет, если ты вот здесь все обыскал, кстати, вот здесь, видишь, хранилище, пропрыгал по воде, и самое главное, зашел на первый этаж, все обыскал, спрыгнул, вот, это тебе надо будет обязательно. Вот, и сюда зайти обязательно. Обязательно. То есть у рыцаря ты можешь оставить себе либо пепел войны, либо меч. Вот здесь лежит меч. Сфера темная. Здесь ты забираешь сферу темную. Вот здесь. Вот он. Ой, боже мой. Я не ожидал тебя увидеть здесь, конечно. Вот. Не то чтобы приятно, но вот здесь с него выпадает темная сфера. А вот здесь вот первый этаж, хранилище, первый этаж, давай переместимся, я тебе все покажу. Здесь выпадает как раз прах, то есть светлая сфера, прах. И в зависимости на рыцаре, что ты заюзаешь, то и будет. Блин, ну я бутылочки хотел включить, ладно. Что ты заюзаешь, то и будет. Лифт у тебя будет поднят. Тебе надо спуститься. Так, не трогайте меня, пожалуйста. Мне до вас сейчас. То есть два варианта у тебя будет. Вот, если ты посмотрел все видео, ты поймешь. Два варианта. Либо получить меч. Меч темная сфера выпадает вот с того вот бота. Либо получить прах. Я получил прах. Что такое прах, как он выглядит? Идем в снаряжение. Идем сюда. Короче, мотаем. Вот темная сфера.
Радужка тьмы. Темная сфера, вот такая вот с него выпадает. Я получил прах, потому что я использовал светлую сферу. И вот он, этот прах. Ночная мечница ее Алана. Чтобы получить этот прах, а он неплохой, меч мне не нужен, потому что я на святом уроне. Тебе надо зайти вот сюда вот. Вот сюда вот. Там горшок сидит. Вот сюда вот. Пройти. Здесь тоже горшок, да. И спрыгнуть вниз. Вот здесь сзади. Это меня добьют сейчас. Не хочу хилиться. Вот здесь сзади вот этот гроб. Я не знаю, как правильно назвать. Как раз лежит эта сфера. Тебе ее надо просто забрать. После того, как ты забрал 2 сферы, ты подходишь к ней. Вот, когда того главного убил, не подходи, потому что можешь заюзать либо прах, либо меч. Вот, и выбираешь, какую сферу дать ей. Естественно, либо меч, либо прах. Я выбрал прах, потому что коса, она и в Африке коса, понимаешь? Она и кровотечение накладывает, и все. А ролики по поводу вот этой красивой брони, красивенной, да? Ты видишь? Будут совсем скоро. Совсем скоро будут. Мне она очень нравится, посмотри. Я тебе скажу, где ее легко можно выбить. В общем, а на этом с пальцами, с этими, это все. Очень длинный квест. Аккуратно выполняй, проходи все. Как здесь проходить, я тебе не показывал, но здесь, в принципе то. Если ты сюда дошел, ты идешь по этой дорожке, попадаешь в проход в церковный округ, прыгаешь по воде, по стенам, и самое главное, первый этаж, не забывай, там, где гробчик стоит. Когда попадаешь вот сюда вот, да, пристанище теней, задние ворота, уже убил босса. То есть тебе все, что остается, заюзать как раз вот эту эмоцию, которую мы брали, о матерь. Все, с вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока, до скорого, увидимся. И удачи в Elden Ring.